Маленький щенок почти каждый день уносил в зубах кусок хлеба далеко за окраину поселка. Он был совсем крошечный, худой, дрожал от холода и с трудом передвигал лапами, но все равно упрямо шел вперед, будто знал, что остановиться нельзя. Это заметил пожилой лесник по имени Семен. Сначала он просто удивился, а потом не выдержал и решил проследить, куда и зачем этот малыш каждый раз несет еду. Щенок уходил все дальше от домов, туда, где заканчивалась дорога. Начинались пустые поля, старые сараи и занесенные снегом тропинки. В той стороне давно никто не жил, и Семен никак не мог понять, кому там может быть нужен этот хлеб. На следующий день все повторилось снова. Щенок выбрал у магазина самый большой кусок, крепко зажал его в зубах и снова побежал прочь. Продавщица Лида тоже это заметила и попыталась позвать его к себе, но он только на секунду остановился, посмотрел на нее тревожными глазами и побежал дальше. Молодой тракторист Артем сначала только усмехнулся, сказал, что это обычная собачья привычка, но Семен чувствовал, здесь что-то другое. Было в этом щенке нечто такое, что невозможно объяснить одним только инстинктом. Вечером началась сильная метель. Ветер завывал так, что дрожали окна, а мороз становился все крепче. Семен долго сидел дома, но мысль о маленьком щенке не давала ему покоя. Он понимал, что в такую ночь тот может просто не вернуться. Тогда он надел старую теплую куртку, взял фонарь и вышел на улицу. Возле магазина он встретил Лиду, и она, недолго думая, пошла вместе с ним. Чуть позже к ним присоединился и Артем, хотя и ворчал, что они ищут приключения посреди бури. Так трое взрослых людей пошли по следам маленького щенка, который, возможно, в этот самый момент боролся за чью-то жизнь. Идти было тяжело. Снег бил в лицо, ветер сбивал с ног, а следы быстро исчезали под новой парашей. Но потом они услышали тихое скуление. Едва заметный звук доносился со стороны старого покосившегося сарая на краю заброшенного двора. Артем с трудом открыл дверь. Семен посветил внутрь фонарем, и все трое замерли. В углу лежала взрослая собака. Она уже не дышала. Было видно, что до последнего она пыталась согреть собой маленьких детенышей. Под ее боком шевелились два совсем крошечных щенка, еще живые, но совсем слабые. А рядом сидел тот самый рыжий малыш. Он дрожал от холода, едва держался, но все равно не отходил. Перед мордой взрослой собаки лежал тот самый кусок хлеба. Он приносил его не себе. Он нес его маме. Он не понимал, что ее уже не спасти. Он просто каждый день делал все, что мог. Заботился о ней так, как умело его маленькое сердце. Несколько секунд никто не мог произнести ни слова. Лида первой бросилась к щенкам, осторожно взяла их на руки и прижала к себе. Семен снял шапку и молча опустил голову. А Артем, тот самый, что недавно только смеялся, бережно поднял рыжего малыша, спрятал его под куртку и крепко прижал к груди. Обратно они шли почти вслепую, но уже не чувствовали ни ветра, ни холода. У них была одна цель — успеть спасти тех, кто еще жив. После той ночи в поселке многое изменилось. Лида больше не говорила, что хочет уехать, потому что впервые почувствовала, что нужна здесь. Артем стал совсем другим человеком, спокойнее, добрее, а рыжий пес вырос и с тех пор не отходил от него ни на шаг. А Семен иногда рассказывал эту историю приезжим охотникам и редким гостям, но всегда говорил одно и то же.
Неважно, насколько ты мал и слаб, если в твоем сердце есть любовь и верность, ты способен на настоящий подвиг. Иногда именно самое маленькое существо напоминает людям, что такое настоящая преданность, которая сильнее страха, сильнее холода и даже сильнее самой смерти. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем добра и хорошего настроения.